Давайте посмотрим подетальнее на каждое стремление, которое уже будем говорить в режиме деятельности. То есть стремление, как некий пружинный такой потенциал, оно при необходимости, при возможности переходит в деятельность. Да? То есть стремящийся ученик, ему можно предложить, или он сам это сделает, реализовать свое стремление, и тогда он начинает уже переходить к деятельности. Вот стремление познавать мир, оно переходит к когнитивным видам деятельности. То есть изучению мира и знания о них, в общем, о нем тоже. Ну и познание себя. Какие здесь деятельности? Вот синим цветом на слайде написано: чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание вопроса и другое. То есть вот блок целый, как говорится, познавательных видов деятельности, который характеризует, вытекает из вот этого первого стремления познавать. Второй вид деятельности – это креативные деятельности, когда ученик создает образовательный продукт, по сути дела, любой, будь то какая-то идея, или же конструкция, либо проект и так далее, сочинение. То есть ученик, создающий образовательный продукт, по сути дела, создает и внутри себя, самого себя, то есть образовывается, да, и создает снаружи в мире тоже некий продукт, то есть заполняет окружающий мир вот плодами своего труда, пусть даже учебного. Так вот, деятельности, которые характеризуют именно креативные стремления, здесь даны тоже примеры. Это и вдохновленность, то есть это определенное состояние, да? Фантазия, это деятельность по созданию каких-то гипотетических результатов, гибкость ума, то есть способность отходить от одной версии к другой или от одного направления к другому, чуткость к противоречиям, то есть замечание их, раскованность, причем раскованность и в чувствах, и в мыслях, может быть и в поступках. Между ними, в общем-то, есть, кстати, связь, но это не всегда так, что вот раскованный в поступках ученик тоже раскован и в мыслях и чувствах, но иногда бывает и связано. И поэтому, когда мы наблюдаем или даже пытаемся оценить детей с точки зрения их раскованности, не надо торопиться с оценкой этой раскованности, потому что ребенок, раскованный в движениях, в поступках, он может быть раскован и в мыслях, и в чувствах, и лучше учителю помочь ему вот эту раскованность проявить конструктивно, культурно. Да? А если ребенку это не дают возможности, ставят в угол за его, так сказать, проступки, да, за его отклонения, тогда он себя начинает проявлять не творчески, а вот нарушительно, да, то есть хулигански. Поэтому хулиганы, на самом деле, не сами становятся дети хулиганами, а таковыми их делают их учителя, которые вместо самореализации культурной дают им, вернее, не дают самореализации, поэтому им приходится детям творить совсем не конструктивные культурные продукты. Третий вид деятельности ученика, и соответствующие стремления, из которых проистекают эти деятельности, это организационные или же оргдеятельностные, организационно-деятельностные. Прежде всего, это самоорганизация предыдущих видов деятельности, о которых мы говорили, познание и созидание. Да? То есть для того, чтобы происходило познание и происходило создание, нужно это организовать. И это особый род деятельности, особые ключевые стремления к тому. Они, в частности, включают в себя осознание цели, умение поставить цель, организовать ее достижение, способность к нормотворчеству, то есть создание норм, разработка разных правил, конституции и так далее, рефлексивное мышление, как организация осознания, да, продуктов. Вот это все деятельности, которые организационные.
И они у нас ключевые. Ну, на третьем месте их разместили. Четвертый вид деятельности – коммуникативные. То есть это как раз самые разные виды взаимодействия. С чем взаимодействует ученик? Ну, во-первых, ученик взаимодействует с объектами познания, с многочисленными. Они у нас разделены по предметам. То есть на биологии это там животные, растения там, и так далее. В математике это числа, формы, фигуры. В языках это слова, буквы, предложения, речь и так далее. То есть объекты познания и изучения в каждом предмете существуют свои. И вот ученик, на самом деле, он не просто познает, он взаимодействует с ними, да? И это взаимодействие организуется учителем, если это школа, если это учебный предмет. Так вот, деятельность по коммуникации ученика с объектами познания вашего предмета, это как раз то, что должно быть организовано в обучении. Дальше ученик взаимодействует с людьми, со своими одноклассниками, с учителем, с другими. И это взаимодействие может быть в разных формах, разных видах. Так сказать. Они могут быть очные, дистантные, с помощью электронных средств, цифровых средств, либо без них и так далее. И форм различных коммуникаций существует много, но традиционно в школу, если взять школьные формы, то это работа в парах, работа в группах, совместная работа над проектами. Сейчас вот актуально, так сказать, последние там, лет 10-20 это дистанционные коммуникации, информационно-коммуникативные, деятельность, которая связана с социальными сетями и так далее. То есть это целый блок деятельностей ключевых, которые мы относим к коммуникативным. Ну и пятая группа деятельности – это ценностно-смысловые. Как раз это обращение к смыслам происходящего, к личным смыслам, к смыслам, выявляющимся из наблюдаемой деятельности чьей-то, да? То есть это ответы на вопросы «зачем?». Зачем происходит то или иное, зачем предлагается то или иное, почему именно так, а не иначе. Вот это вот вопросы, которые ведут, по сути дела, к обнаружению ценностей, смыслов, целей, которые сам человек, ученик, ставит, которые ему предлагают. Вот, и умение формулировать ценности, сравнивать их, развивать их, если они относятся к самому ученику, обретать их, эти ценности, иметь мировоззренческие установки для решения различных задач и проблем. Вот все это входит вот в эту ключевую группу ценностно-смысловых видов деятельности. Конечно же, переоценить сложно именно эту группу, потому что она одна из ключевых. Если она выпадает из, как говорится, внимания и педагога, и самой системы образования, да, тогда у детей не будет так адекватно развиваться умения и способности, видеть смысл происходящего. Они даже будут не понимать, почему такие, а не другие там требования, законы, правила им предлагаются, почему так, а не иначе все происходит и так далее. То есть и наоборот, если мы будем этому учить, мы поможем человеку жить осмысленно. И когда возникают... Ведь зачем, по сути дела, ценности нужны? Они нужны только тогда, когда в них необходимость возникает. А когда в них возникает необходимость? Когда нужно принять решение, например, как быть, как что поступить, да? На что опирается человек в этом случае? На свое мировоззрение, конечно же, на свои нравственные ориентиры. И вот, например, если взять проблему там, нынешнюю коррупции, там, олигархов, которые, так сказать, не понимают, зачем же, как говорится, им эти миллиарды, то здесь просто проблема-то в чем? Эти люди пропустили вот целый блок в своем школьном образовании, и не только школьном. То есть ценностно-смысловой блок. То есть они не воспитали в себе
определенных нравственных установок, и поэтому, к сожалению, вот их судьба оказывается не такая счастливая. Хотя, казалось бы, они владеют огромными средствами, но, в общем-то, человек без нравственных корней вряд ли будет счастлив, и его род, в том числе и семья, материальное благополучие, это как бы вот по Маслоу, мы уже сегодня об этом сказали, низший уровень пирамиды. То есть эти люди тогда так или останутся. И самое это ужасное, страшное, что они и других своих членов семьи и рода оставят на нижней ступеньке этой пирамиды. То есть это низший класс, хотя они могут наивно думать, что они как раз входят в какую-нибудь там сотню олигархов с большими, значит, входят в журнал Forbes, как в списках, да, на самом деле это именно не всегда высшая, так сказать, ступенька, это может быть как раз самой низкой ступенькой материальных потребностей. А духовных возможностей, как говорится, и самореализации ни у них, ни у их детей, которые все это видят, наблюдают, допустим, не всегда приемлемые, так сказать, способы жизни и работы, они оставляют, к сожалению, без вот таких вот духовных ориентиров. Поэтому ценностно-смысловой, как говорится, аспект очень важен. Я хочу сказать, кстати, об одном моменте, касающемся наших федеральных стандартов нынешних школьных. Вот там есть такой один момент, написано, что вот ценностный момент вещи, как говорится, развивать надо в школе, да, то есть кто же не отрицается этого, да, но типа оценивать не надо никак. И какая-то путаница там есть по оценке, так непонятно даже, оценивать или не оценивать. То есть, ну, есть недостатки в стандартах достаточно, так сказать, существенные. Так вот, я хочу сказать, что если обратиться к науке, а именно к ней желательно обращаться для того, чтобы решать задачи образования или его проектирования, то мы знаем, что любая цель, которая поставлена, ее необходимо найти способ диагностики ее, достижения и оценки. Поэтому в стандартах написана вот такая ошибка. Это дидактическая ошибка. Предлагается цель ставить, а диагностику и оценку не делать. Это неправильно. То есть не идет речи, чтобы ставить пятерки там, или четверки за нравственность. Да? Не об этом речь. Оценок форм очень много разных. И качественные, и количественные, и бальные, и рейтинговые, каких только нет. Но нельзя делать так, как написано в нынешних стандартах. Это просто неграмотно с точки зрения науки. То есть, что типа не надо вообще оценивать. Ну что значит не надо оценивать? Надо. Может быть, даже там через самооценку, пожалуйста, это делать. Но нельзя против науки идти, да, даже если ты, как говорится, чиновник, который подписывает стандарты, да, государственные, или там депутат. Вот. Это не значит, что тебе можно идти в нарушение педагогических правил и выверенных, как говорится, положений. Так что любая деятельность, которую вот мы сейчас рассмотрели, ключевая, она имеет результаты всегда, которые нуждаются, естественно, в оценке и в диагностике и оценке. Вот еще раз мы эти деятельности, по сути дела, видим все вместе и формулируем их следующим образом. Это познание и мира и себя, созидание и мира и себя, взаимодействие и с миром, и с собой, организация этой деятельности и самореализация. То есть вот та миссия человека, миссия ученика, который, по сути дела, благодаря своему мировоззрению, он идет. И вот важный момент здесь написан синим цветом в прямоугольничке, написано принцип двойного вхождения. О чем этот принцип говорит? А говорит он вот о чем, что на самом деле каждая деятельность, во-первых, выделена здесь отдельно, а во-вторых, она в той или иной степени присутствует внутри других видов деятельности. Поэтому их разделение на этих 5 групп, это в какой-то мере относительно, потому что строго разделить их, отделить друг от друга иногда не нужно и невозможно. Поэтому
принцип двойного вхождения гласит о том, что каждая деятельность ключевая имеет собственное значение, и в то же время она присутствует внутри других видов деятельности тоже. Теперь мы сравним как раз наши 5 групп ключевых деятельностей с теми, которые обозначены в нынешних образовательных стандартах, федеральных, государственных образовательных стандартах, в ГОСы. Да? Так вот, если мы посмотрим на эти группы, которые мы рассмотрели, которые есть в стандартах, то увидим следующие соответствия и несоответствия. Значит, во-первых, когнитивные стремления и деятельности, универсальные в том числе, ОУД. Есть там такая группа, называется она познавательной. По сути дела, это одно и то же, просто вот разными словами. Познавательный это и есть когнитивный, да? Дальше смотрим. А дальше вот начинаются очень интересные, так сказать, и серьезные вопросы. Креативных деятельностей, группы креативных деятельностей, которые нуждаются в развитии, в образовании, обучении, в нынешних стандартах нет. Как класс отсутствует. Вот это серьезная, это не просто ошибка, это, я бы сказал, какая-то диверсия, это, скажем, потому что вчера я говорил, или позавчера говорил о том, что есть проблема, что креативный потенциал младших детей от 30% снижается к 11 классу до 3%. Вот это у нас такие факты есть, да? Так вот, почему он снижается? Потому что даже в стандартах нету. Посмотрите, какая штука. Это серьезный, это не просто недочет и просчет, это серьезная ошибка, которая нуждается в ликвидации, в исправлении. Хотя вроде бы там все, многие говорят про творчество, но на самом деле, посмотрите, группа в стандартах такая отсутствует. То есть творческих способностей, творческих видов деятельности ни в диагностике, ни в оценке не предполагается в стандартах. Может быть, это потому, что они не знают, как их оценивать. Ну, пусть вот к нам обратятся, мы расскажем. Потому что уже много лет мы занимаемся именно как раз эвристическим обучением. И у нас есть теория креативного обучения, так скажем. Мы подскажем, как нужно оценивать, как их диагностировать, эти способности. Третья группа. Вот мы то, что называли оргдеятельностными видами, да, в стандартах есть группы, которые названы регулятивные УУД, да, универсальное учебное действие. Так вот, регулятивный это термин чисто психологический. И я уже вот говорил, к сожалению, получилось, что нынешние стандарты написаны вообще психологами в большей степени, чем педагогами. И поэтому, так скажем, они оставили то, что регулируется, те виды деятельности, которые человек регулируется поведение человека. Это чисто психологическая такая вот сфера. Все-таки на самом деле в организации происходит гораздо больше видов деятельности, и они нам нужны не менее важно, чем регулировать поведение. Поэтому наш блок он более широкий, чем регулятивный в стандартах, но тем не менее какое-то хотя бы соответствие между ними существует. Четвертое, это вот обозначено, тоже соответствует друг другу. Единственное, что странно, очень странно, в стандартах нет ничего про телекоммуникации, то есть про те как раз цифровые коммуникации, которые сейчас захватывают особенно мышление наших чиновников, которые видят в них большие возможности очень в цифровизации всего и вся. Так вот, в стандартах нет ничего про телекоммуникации, про дистанционку, про электронное обучение, ничего там нету, не существует. Поэтому даже как бы странно такой факт. Либо странно то, что тогда зачем всякие эти электронные школы создавать и цифровые, так сказать, методики разрабатывать, если даже в стандартах их нет. Значит, либо стандарты не те, либо весь мир идет не туда. Значит, мне кажется, все-таки стандарты не те, и поэтому это ошибка на, как говорится, совести руководителей этих стандартов, которые создали такие стандарты, где нет никакой цифровизации.
Пятая категория, а вот пятая, то, что мы называем ценностно-смысловым, такие деятельности и универсальные учебные действия есть в стандартах, но они в большей степени выделены почему-то в отдельную группу и названы личностными. Вообще это ошибка, просто чистая ошибка. Почему? Потому что все виды деятельности, которые осуществляет личность, они являются личностными. Вот. Зачем понадобилось психологам, разработчикам этих стандартов выделить личностные отдельно, а остальные, что они не личностные разве? Даже вот любой, по-моему, школьник это догадается, что и скажет, что все, что делает личность, оно является личностным. Зачем-то выделять и в одну группу, значит, выделять личностное. К тому же тогда, получается, теряется общее основание для классификации, да? То есть группа без... одна пятая группа шире, чем все остальные, получается, да? То есть логика еще нарушается, система классификационная. Вот. То есть это тоже ошибка, конечно же, ее надо исправлять вообще. Вот то, о чем я сейчас сказал, об ошибках, здесь это написано, что даны в нынешних ВГОСах универсальные учебные действия перечислены вот эти вот 4 группы. Названы они личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Мы считаем, что и регулятивные, и познавательные, и коммуникативные, они тоже личностные, и либо их тогда делать подразделом, либо убирать первую группу, называя, что вот, так скажем, оставлять 3. Но почему 3? Вот мы обосновали 5 групп. Вот у нас наши 5 групп, они все обоснованы. И мы предлагаем нашим следующим разработчикам стандартов учесть научный опыт нашей научной школы и ввести обоснованную систематику универсальных действий и деятельностей, которые, так сказать, предлагаются для российской школы, и исправить ошибки, которые уже почему-то много лет никак не исправляются. Хотя мы подавали не раз, так сказать, данные, чтобы эти ошибки они существуют, и их надо убрать. Зачем это миллионам детей и тысячам, десяткам тысячам учителей осуществлять ошибочную деятельность? И с них требуют это все вот эти вот неправильные, как говорится, разработанные стандарты. Так вот, для тех, кто захочет поподробнее познакомиться с другими ошибками стандартов, он может тут нажать на ссылку 12 ошибок в ГОС. Это там мой сайт, там статья моя, где именно 12 системных методологических ошибок нынешних действующих в ГОСов обнаружено. И еще раз повторяю, эти ошибки были высланы в министерство, но далеко не все они исправлены на сегодня почему-то, по непонятным причинам.